самом сердце Санкт-Петербурга, в старинном особняке, утопающем в хрустале и позолоте, располагался ресторан «Государь». Это заведение считалось элитным, с закрытым списком гостей и меню без цен. Обычные люди сюда не попадали. Здесь звучала тихая классическая музыка, столы накрывались льняными скатертями, а блюда подавались с ювелирной точностью. В один дождливый вечер, когда город тонул в отражениях фонарей, в зал вошел пожилой мужчина в простой серой рубашке, без охраны и помпы. Его сопровождал только легкий запах табака и тяжелый взгляд, в котором читалась уверенность. Он выбрал стол у окна, сел спокойно и начал изучать меню. Официантом в тот вечер работал молодой человек по имени Артем. Он был в заведении недавно по протекции знакомых, с амбициями, но без опыта общения с влиятельными людьми. Уставший и раздраженный, Артем не распознал мужчину. Скромная одежда, отсутствие охраны и требовательный взгляд вызвали у него неприязнь. Он воспринял гостя за очередного надменного старика, решившего поиграть в богатого. Обслуживание было сухим, замечания грубыми. Артем позволил себе язвительность и даже легкую насмешку. Все это происходило на фоне удивленных взглядов других официантов и молчаливого наблюдения менеджера смены, который сначала не вмешивался. Мужчина ел молча. Он не выразил ни раздражения, ни недовольства. Лишь в конце трапезы положил на стол темную кожаную визитницу, встал и вышел, ни с кем не заговорив. Через 20 минут ресторан погрузился в напряжение. Управляющий, бледный и растерянный, закрыл зал, остановил музыку и собрал персонал. Имя, указанное на визитке, было кратким, но весомым – Владимир Владимирович Путин. Ресторан, как выяснилось, входил в перечень частных активов, связанных с кругом доверенных лиц бывшего президента. Владелец приходил лично без охраны, без камер, без предупреждения. Так он проверял, как работает его бизнес без фанфар. Артема уволили сразу же. Его фамилия появилась в закрытых внутренних отчетах, а двери других престижных заведений для него незаметно, но навсегда закрылись. Он долго не мог понять, кто именно сидел тогда за тем столом у окна. Понял позже, когда было уже поздно. С тех пор в ресторане «Государь» официанты обслуживали всех одинаково вежливо, потому что в этом месте внешность больше не имела значения. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.